Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет вас до конца мая, события и неожиданности. Вот давайте узнаем, что случится, что произойдет в вашей жизни до конца месяца. И, возможно, это будет что-то неожиданно, стремительно. И к чему все идет, тоже с вами узнаем. Но вначале мы достанем две карты на колоде Таро ведьмочек. Сбудется ли ваше желание, мои дорогие? Давайте вот такой вопрос зададим. Осуществится ли задуманное? Не торопитесь формулировать этот вопрос. Вполне вероятно, я допускаю, что через какое-то время, пока вы прослушаете наш расклад, либо конфигурация вопроса у вас изменится, либо вам захочется построить этот вопрос как-то по-другому. Ну, к примеру, что будет, если я поступлю определенным образом? А что будет, или осуществится ли задуманное, если я поступлю как-то иначе? Ну, или просто услышать, как две карты совет. Ваши вариации, ваше желание, вы командуете парадом. И на колоде Таро Ленорман зададим конкретные вопросы до конца месяца. И если уж мы заявили неожиданности, внезапности, так вот что будет в вашей жизни стремительно? И вас, мои дорогие водолеи, что вас удивит? Ну, удивление – это уже всегда какая-то неожиданность, правда? Спросим, что уйдет, что завершится. Возможно, вы завершите это сами. Ну и, соответственно, что придет взамен. Что изменится в вашей жизни, с чем, с кем будут связаны эти перемены. Ну и что будет продолжаться, к чему это все идет. И следующая карта. Приятные сюрпризы до конца месяца. Это то, что вы тоже не ожидаете, но это будет для вас именно как наслаждение, вдохновение, какая-то радость. Итак, что же там по сюрпризам неожиданным, что стремительно, что удивляет водолеев? Дружба, мои дорогие. Причем та дружба, которая не на догме строится, да. Милая собачка, колода Ленорман Чиро Маркетти. И посмотрите, держит как будто поводок, да. Не на каком-то ошейнике, а когда по доброй воле. Когда именно дружба складывается от, ну, наверное, от души. Когда друг друга твое чувствуют. Когда, может быть, даже какие-то были прежние зависимые отношения, может быть, и не складывалась личная жизнь. А здесь вот какой-то добрый друг может как и новый быть. А точно так же я не исключаю тот человек, которого вы знали. Здесь тоже, может быть, состоится важный разговор, который внезапно или вас удивит, правда, человек какой-то вас удивит. Но вот смотрите, тут ведь так двояко. Чиро Маркетти изобразил, причем с анаграммой ЧМ. Медалька такая на груди у собачки, это как Чиро Маркетти, как будто предлагает какую-то свою дружбу, да, и в зубах держит вот этот поводок, он не на шее, нет, но это может быть участие в вашей жизни какого-то человека или, может быть, и помощь, я вот этого тоже не исключаю, как будто кто-то предлагает дружбу, вообще здорово. Давайте достанем дополнительные карты. И у нас пойдет третья колода. С чем, с кем это связано? Что это для вас? Может быть, прежде это было. Итак, что вас удивит? А вы расстраивались, посмотрите. Вот именно расстраивались. А это карта искаженного восприятия. Вы что-то тут надумали? А не надо было так думать. Потому что вы как будто с закрытыми глазами делали какой-то вывод. Может быть, о конкретном человеке. Да, вас это прямо какая-то история. Но это, знаете, не просто разочаровало. А может быть, это вы воспринимали как предательство. Ну, мы иногда можем такого надумать, что потом сами удивляемся. А что же взамен? О. Вас удивит участие в вашей жизни, правда, какого-то человека, отклик его, причем такой сердечно-душевный, его искренность, а вы могли думать об этом человеке не очень хорошо. Может быть, вы так представляли. Или, может быть, вы думали, что, ну, человек вас обманывает. Ну, наверное, тут миллион, может быть, у каждого своя какая-то причина вот на смену вашим разочарованиям, что вас удивляет. Десятка чаш. Карта такого главенствующего баланса, хочется сказать. Тут и чувства, здесь и эмоции, и взаимопонимание. Иногда это вопросы дома, семьи, каких-то важных согласований. Но и финансов где-то тоже есть подсмысл, когда вообще в принципе все хорошо.
Вот пусть так все хорошо в вашей жизни и будет, в реальной жизни, мои дорогие. Что уйдет, что завершается. А вот смотрите, какая-то тайна. Тайны. Ну, первая как раз позиция нам говорила о том, что это может быть важная беседа, важный контакт. Может быть, это даже деловая сфера, да? Тогда вы как надежное партнерство, да? Или, может быть, это по вашей занятости, вашему хобби, которое, кстати, может быть, все-таки чувство, да? В ней присутствует десятка кубков, десятка эмоций, да? Причем таких добрых. Когда мы тут действительно что-то могли надумать, или когда мы долгое время ожидали решения какого-то вопроса. Потому что здесь книга тайны, мы говорим, вот какие-то тайны завершаются, но это те тайны, часы, как будто циферблат в центре книги. Те вопросы, которые долгое время нас, может быть, и вынуждали сомневаться. Ну так что это такое уходит, давайте узнаем. Вот пусть идет. Башня, да, мы всегда говорим, трансформация. Вот какая-то трансформация у вас именно завершается, мои дорогие. Видимо, и первая позиция нам говорит более четкие ориентиры. Вот уходят какие-то внезапные неожиданности, внезапные, может быть, перемены, но это больше все то, что где-то нас сломало, где-то нас заставляло и себя, может быть, на что-то уговорить, тоже как переломить. Потому что эта трансформация была связана с какими-то сильными переживаниями. Ну, собственно, нам здесь сказали. А вот здесь, смотрите, приходит, возможно, какая-то новость, которая как положит конец каким-то разочарованиям. Вот так и хочется сказать. У кого-то все же это может касаться именно сферы вашей занятости. Как, смотрите, паж жезлов. Жезл очертил один виток, то есть имеется в виду, что мы уже что-то проделали, мы уже что-то либо изучали, мы уже приступили к какому-то делу, решению вопроса, может быть, наводили справки и не видели выхода. Или у нас постоянно, как башня, были какие-то условности, обстоятельства, когда кругом какие-то тайны, кругом какая-то путаница. А вот теперь, как ваша жизнь меняется, трансформация завершается и новый жизненный этап. Что придет взамен? Ну вот она собака, да? У кого-то это будет из вас, например, мои дорогие мужчины, что придет взамен. Заканчивается одиночество, если вы один или одна. У кого-то может быть важная встреча, знакомство, я не исключаю. Мои дорогие девочки, какой-то человек думает о вас, и, скорее всего, вот именно любовная история или личной жизни, потому что мужчина держит розу. И Чаромаркетти, знаток символов, как раз и пытался изобразить. Может быть, и есть тоже у какого-то человека, как сожаление, что вот так вот расстались и закончилось ничем. Или то, что были какие-то ошибки, неважно, с чьей позиции, с вашей, а может быть, со стороны другого человека, а может быть, двое где-то друг друга опять же не поняли, потому что девятка мечей, пятерка чаш будет говорить о том, что да, тут какая-то или конфронтация была, или когда друг друга настолько не поняли и разбежались в то же время. Вот есть тут что-то такое. Но я должна сказать, мужчины, вы можете чувствовать себя где-то уязвимыми. По крайней мере, какой-то период. Нам изображен мужчина босиком. Это вот как, представьте, вы идете босиком по неизведанной тропинке. Что нам там попадется под ноги, да? То есть вот есть где-то неуверенность. И мужчина нам тут такой не самый счастливый показан, поэтому сложные эмоции, мои дорогие мужчины, могут у вас быть. А мои дорогие девочки, может быть, это и у мужчины сейчас период тоже какой-то трансформации проходит, и ему еще переосмыслить многое предстоит. Но приходит взамен. Для кого-то это может прийти действительно новое знакомство. Давайте узнаем, что же идет взамен, что нового идет в вашу жизнь до конца мая. Что нового идет в вашу жизнь? Неожиданности, неожиданные перемены, карты импульса, каких-то внешних событий. Это могут быть и люди, кстати, которые вы не ожидали, и вдруг они в вашей жизни появляются. Это могут быть и ситуации, все же жезлы, дела, работа, бизнес, будьте к ним тоже готовы, когда
именно, ну, может быть, это проявление характера или сама по себе импульсивность человека, но точно так же неожиданности здесь могут возникать или могут возникать, знаете, такие обстоятельства, когда вам придется резко действовать. Но я имею в виду быстро действовать, не отложить что-то на потом. Будьте готовы к неожиданностям, которые приходят как с элементом новизны. Что еще? Вот, видимо, параллельно где-то у вас все равно изящно что-то завершается. Вам придется, скорее всего, какой-то как выбор делать, что нового идет в вашу жизнь. Этот выбор где-то предполагает воспоминания, как минимум. Или вот эта неуверенность, да, как я говорила по аркану, мужчина босиком. Может быть, и вы, мои дорогие девочки, не чувствуете надежной поддержки, надежного чего-то от конкретного мужчины, потому что раньше он менял свое мнение. Возможно, опять же нам говорят, был какой-то конфликт. Так, а хорошо, а что же теперь нового идет в вашу жизнь? Возможности сами по себе идут. Вы знаете, тут у кого-то даже по работе мог быть конфликт или была какая-то ссора, после которой, и не обязательно это что-то серьезное, но это правда, разошлись как в море корабли. В чем-то вы могли поставить точку. Тут новое будет с элементом все равно старого или чего-то знакомого. Но это совершенно для вас может быть неожиданно, потому что либо вы видите в этом свои перспективы, либо для вас это зачем-то нужно, либо вы видите продолжение, пусть на какой-то период, да, мы все-таки смотрим до конца месяца, но вы видите, что на ближайшее время вам это может быть каким-то образом полезно, нужно, а вроде как дальше мы разберемся. Какие-то попытки, вот так-то хочется сказать. Ладно, что изменится или что будет меняться, с кем, с чем это будет связано. Шикарно. Не хочу доставать дополнительные карты, потому что карта клевер. Она говорит о благополучии. Она говорит как успех, удача. И даже когда какая-то запутанная история, или с нее все начинается, то закончится все более чем благополучно. Само благополучие, это знаете, какой же силы, мои дорогие, вам помогают. Время для вас сейчас май, до конца мая, как и продуктивное, так и, можно сказать, благополучное, счастливое, доброе время для вас, мои дорогие водолеи. И что будет продолжаться? Иногда карта змея говорит о страстной любви. Вот я тоже не исключаю, но больше, конечно, нас Чиро Маркетти предупреждает. Поэтому явно есть какой-то момент предупреждения, с чем нужно быть осторожным. То есть это мы от этого не откажемся. Или это мы не можем, хоть мы бы и рады, может быть, отказались, но вот так обстоятельства складываются, ситуации, что приходится что-то продолжать. Так что же будет продолжено? Потому что змея появляется внезапно. Какой-то денежный соблазн, какое-то предложение. Может быть, и по работе, что будет продолжаться. Я вам скажу, что будет продолжаться. Вот вы кому-то не верите, нам тут в нескольких позициях уже сказали, потому что, ну, были какие-то предпосылки, это точно. Уже ваш опыт, а может быть, в этом как раз ваша сила, мои дорогие водолеи, потому что не хочется замечтаться, не хочется довериться, может быть, и так. Может быть, вы понимаете, что, ну да, мои принципы – это одно, а у другого, у него другие принципы. Насколько мы какое-то время можем продолжать сотрудничество или насколько, пусть даже так звучит, мне этот человек может быть полезен, все-таки карта материальная, карта, которая именно связана с деньгами, как будто, может быть, для решения какого-то финансового вопроса вам, кстати, потребуется какой-то человек. И чудес вы от него не ждете. Более того, вы будете ждать от него подвоха. Вот есть такой момент. И надеяться, аркан-отшельник, на самого себя. И вы как будто понимаете в целом. Давайте вот сделаем резюме. Ведь отшельник – это карта независимого человека. И я люблю эту карту «Никто не мешает». Может быть, благодаря тому, что у вас как-то по-особенному будет работать интуиция. И вы понимаете, ну да, вот не все я могу в своей жизни, ну, как бы обустроить. Или нет всего я на сегодняшний момент могу отказаться, что-то вынужден или вынуждена продолжать. И при этом как ухо востро, да, а нос по ветру. Тем не менее, до конца мая
и, может быть, на последующий период. Помех-то ведь нет, но вы как будто, да, как наготове. Хочется сказать, вы как кошка перед прыжком, когда вот этот момент, да, она как приседает на передние лапы, готовится прыгнуть, и, может быть, никто не видит, никто не понимает, а вы себя понимаете, вы знаете, зачем вам надо, или зачем вы на что-то согласились, зачем вы рассматриваете альтернативный вариант. Вот здесь альтернативный вариант, который, может быть, по змее, в любой момент может пойти что-то не так. А в принципе, что будет продолжаться, это вы как будто ожидаете. А тут ведь что-то будет складываться в вашу пользу с большими плюсами, хочется сказать. Девятка пентаклей. Может быть, это и как раз по отшельнику, как уходят какие-то преграды. Вверху у нас уходит башня, мои дорогие. Может быть, вместе с этой змеей уходит и башня. То есть это какая-то, ну, как взаимосвязанная история или какие-то события. Ладно, давайте узнаем. Приятный сюрприз для моих любимых водолеев. И тоже где-то неожиданный выбор. Ну, по сути, весь наш расклад – это выбор. Вот как будто половину дороги, может быть, половину мая, мои дорогие, вы прошли, да? И это вот до середины ровно пути. А дальше-то вот как раз и идут эти перемены, но они для вас будут как выбор. Но ведь это приятно, это какой-то приятный выбор. Это как две возможности, две двери, куда же мы пойдем. Ну, понятно, выбор может быть и сложный, потому что направо, налево, по двум ступеням мы одновременно никак не поднимемся. И не получится, как будто туда забежать, подсмотреть, что же там за этой дверью, а потом в другую сторону сбегать. Нет, как будто спуститься нельзя. Обратного пути и дороги нет. Вот какой-то сложный выбор, но тем не менее он будет связан с чем-то для вас приятным, добрым, радостным. Но самое главное, ведь это карта возможностей, перспектив, а также еще соответствует даме бубен. У кого-то это может быть связана история, личная жизнь и финансы. Вот в целом это благополучие. Ладно, давайте с вами откроем карты. Две. Сбудется ли ваше желание, осуществится ли задуманное? Ну или первый вариант, который вы загадали, да или нет. Нулевой аркан говорит о том, что здесь, конечно, вы чем-то воодушевлены, но сам аркан не отвечает четко «да» или «нет». Я могу допустить, мы достанем дополнительные карты, и я могу допустить, что для кого-то из вас вы поменяете, может быть, концепцию вопроса, правда. Для кого-то из вас, старший аркан, совсем скоро произойдут какие-то события, когда вопрос отпадает за ненадобностью нулевой аркан, и на место его приходит совершенно другой вопрос. Он может быть связан с конкретным человеком, вот по которому вы задавали вопрос, или с конкретным событием, обстоятельством. Вот давайте узнаем, сбудется ли в том виде, как вы это наметили, ваше желание. А вообще да, девятка пентаклей. И если ваш вопрос, смотрите, касался заработков, финансов, пусть важных бумаг каких-то, да, которые, ну, каким-то образом могут перемежаться и с деньгами, и, может быть, с какими-то согласованиями, у вас получится что-то осуществить, вот правда. Хотя поначалу змея и нулевой аркан. То есть, ну, вроде как и сглупить нельзя, да, свалиться с этого обрыва мы не можем. Но ведь эта карта, кстати, дает что? Возможность путешествовать, возможность переезда, новые горизонты, новые контакты. Тут не особо запланируешь, но тем не менее по девятке пентаклей финансовая какая-то история. Она у вас может именно так сложиться, пусть с какими-то новшествами, нюансами, но в принципе вы этим остаетесь довольны. Давайте, тем не менее, еще одну карту. Сбудется ли ваше желание? А вам как будто по судьбе. Но у нас девятка пентаклей находится между двух карт. Аркан дурак и аркан правосудия. Как, знаете, может быть для того, чтобы вы не просто как бы исполняете или осуществляете, но вам нужно будет закрепить эти позиции. Не какой-то, ну как не совершить какой-то опрометчивый поступок, а именно переложить эту возможность, фиксацию, может быть, в документе, или как-то скрепить законом, или прописать что-то на бумаге. Но мы будем говорить этот аркан, если рассматриваем карму или судьбу,
то это вам по судьбе что-то подобное решить. И договариваться придется. Все-таки весы, да? Какая-то дипломатия неизбежно присутствует. Но благодаря своим правильным действиям, может быть, когда именно вы как укрепите это или закрепите ваше решение на бумаге, тогда ваши позиции еще более усиливаются. Вот примите это к сведению. Ну и, безусловно, два старших аркана будут говорить о том, что на вас влияют обстоятельства и люди, для того, чтобы ваше желание было исполнено. От того, как ты договоришься и как ты тут, знаешь, тебе как с позиции холодной головы, рассудка, интеллекта вашего. А ваш знак – это знак интеллекта. Как ты подойдешь именно к закреплению своих успехов, от этого будет зависеть само по себе исполнение желания. А кто знает, а может быть и качество жизни. Вторая позиция. Давайте узнаем, сбудется ли ваше желание, осуществится ли намеченное. А вот смотрите, у вас две башни. Вы находитесь во власти определенных ситуаций, событий, людей. Вторая позиция, конечно, по аркану башня говорит в том варианте, как ты задумал, Водолей, нет, так дело не пойдет, потому что здесь именно внешние события как будто будут оказывать влияние на то, как у тебя вот именно этот второй вариант сбудется. Давайте узнаем, а что это? По тузу кубков тут что-то сбывается, четко сбывается, мои дорогие водолеи. Но если вы проходите вот эту трансформацию, трансформация, как будто вы, хочется сказать, вы знаете, как в эпицентре сейчас находитесь. Если вы особенно смотрите наш расклад, ну буквально как вышло видео. Или, может быть, этот эпицентр у вас будет где-то в середине месяца. А вот и правда, перейдите на мой сайт. У меня есть именно астрологический прогноз на май. Я там описываю более подробно планетарные транзиты. Вы можете прочитать и соотнести с вашей сегодняшней историей. И у нас май месяц, смотрите, началось, да, 1 мая у нас было полнолуние в знаке Скорпион. И это, знаете, из глубин нашего сознания, ощущений. Это какие-то могут быть, знаете, крепко так закопанные нами тайны, которые мы никому не афишировали, не сказали. Это могут быть обиды, это может быть какое-то глубокое разочарование. Вот все это поднимается, да, вот как какой-то вопрос мы должны теперь именно решить. И завершается май, 31 мая у нас еще одно полнолуние. Это, знаете, как месяц двух полнолуний. Такое явление бывает редко. Так вот, полнолуние в Стрельце. От одного полнолуния до другого нам придется пройти какой-то период, который может где-то напоминать американские горки. Может. Но все закончится благополучно. Вот для вас нет каких-то преград. Но, видимо, пройти ведь это нужно. И центр месяца, новолуние, новые энергии. Это всегда какая-то перезагрузка. Вот у вас как раз может быть, ну это я предполагаю теоретически и планетарно, да, где-то в районе 16 мая у вас что-то плюс-минус там пару-тройку дней, и может состояться какое-то важное решение, или когда еще и обстоятельства, люди как-то добавятся, и когда вы что-то переиграете, видоизмените, и пусть это не в сыром виде ваше желание, а уже видоизмененное, но тогда туз кубков, как будто да, конечно, и нужно как будто это что-то переделать, пересмотреть, и тогда это карта счастья, это карта исполнения желаний, это карта радости, возможностей и добрых очень эмоций. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.